Всем привет! Совсем недавно в своем выпуске про воблинг, кстати, если не смотрели, обязательно посмотрите, ссылочка где-то вот там вот в правом верхнем углу, я обещал рассказать о том, как правильно выровнять покрышку моноколеса. Самое время выполнить обещание. Погнали! Если на абсолютно ровном асфальте вы чувствуете, что колесо подпрыгивает, если при раскрутке колеса на холостом ходу чувствуется характерное биение в руку, если при расслаблении в ногах упорно продолжает появляться воблинг, или есть другие основания полагать, что покрышка может сидеть неровно, я рекомендую проделать следующее. Для начала стоит проверить, не деформирован ли обод мотор колеса. В домашних условиях это удобно сделать так. Берем два стульчика, ставим на небольшом расстоянии друг от друга и кладем на них перевернутое моноколесо. Далее к корпусу моноколеса крепим какой-то предмет, чтобы от кромки обода оставался зазор около 1 мм. В моем случае это шариковая ручка, закрепленная на двусторонний скотч. Можно взять карандаш или мелок, так мы сразу получим отметки в проблемных местах. И далее крутим колесо, проверяя, нет ли смещений как по горизонтальной, так и по вертикальной оси. Если обод ровный, то неистово ликуем и переходим к выравниванию покрышки. Для начала стоит убедиться, что покрышка действительно сидит криво. Для этого можно использовать тот же метод, что мы использовали для обода. Первое, с чего стоит начать, нужно полностью спустить покрышку и промять ее по всей длине, отделяя от обода мотор колеса. Можно промазать мыльным раствором. Далее совсем немного накачиваем камеру и начинаем выравнивать. Для начала устраняем вертикальные смещения. Находим такие места и немного вдавливаем камеру в обод. Далее нужно немного вытянуть ее с противоположной стороны. Для этого прокручиваем колесо на 180 градусов и легонько тянем камеру на себя. Повторяем это до тех пор, пока не исчезнут любые видимые смещения по вертикальной оси. Далее переходим к горизонтальным смещениям. Для начала проверьте, что бортовая полоса с обеих сторон находится на равном удалении от обода. Если это не так, стоит выправить это подкручивающим движением. Также, кроме бортовых полос, можно проконтролировать рисунок протектора. Повторяйте эти действия до тех пор, пока покрышка не будет сидеть ровно. После этого накачайте камеру до 1 атмосферы и медленно прокатитесь на ней несколько метров вперед и назад. После этого можно накачать покрышку. Если все сделано правильно, биение должно исчезнуть. Если этого не произошло, стоит повторить процедуру. Если и это не поможет, то возможно мы имеем дело с некачественной или неравномерно изношенной покрышкой и стоит рассмотреть варианты замены покрышки на новую. А на этом у меня все. Мне будет чертовски приятно, если вы поделитесь своим опытом в комментариях. Анатолич, чертово колесо. До новых встреч!